Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об озерах, что мы знаем о них. И каждый ответит: да практически все. Что мы озер не видели, нас не удивить. И каждый представил озера, какие он видел. И понятно, все разные. Почему? Да потому что планета Земля большая, а на ней озер пруд-пруди. Одни тихие, романтические, с кувшинками и живописными берегами. Другие мутные и холодные, отпугивающие своей неприветливостью. Третьи по лету теплые. И в такое озерцо ни одна сверхзаботливая бабушка, ну или мама, никогда не отпустит покупаться. А если уж занырнуть, то обязательно расскажет историю про водяного, ну или что можно и болячку подцепить. Ведь в стоячей воде, как правило, жизнь кипит и на первый взгляд как будто не видна. Но она там присутствует. А в-четвертых, есть такие озера, которые назвать озерами язык не поворачивается. По глади этих водоемов плавают корабли, на озерах бушуют волны не хуже, чем в океане. Но обо всем по порядку. Поехали! Начнем, как всегда, с того, что такое озеро. Конечно же, у озера есть свое определение. Еще бы ученые обошли такую красоту. Озера — это компонент гидросферы, представляющий собой естественно возникший водоем, заполненный в пределах озерной чаши, оно же озерная ложа, водой и, самое главное, не имеющий непосредственного соединения с морем или с океаном. Озера, на секундочку, являются предметом изучения целой науки – лимнологии. А если по-русски – озероведение. Это раздел гидрологии и наука о физических, химических и биологических аспектах озер и других пресных водоемов. Очень заумно. И пусть лимнологи изучат все озера до самого что ни на есть последнего озерца, а на планете Земля 5 миллионов озер, так что есть где разгуляться. Но столько нам пока не нужно, так что делаем вывод. Озеро представляет собой замкнутое углубление суши, в которое стекает и накапливается вода. И озеро не является частью мирового океана. По происхождению природные озера делятся на тектонические, ледниковые, речные, приморские, провальные, пойменные, завально-прудные, горные и вулканические. На самом деле градаций намного больше, но мы рассмотрим основные. Тектонические — это озера, которые образуются путем заполнения трещин в земной коре, и ярким примером тектонического озера является озеро Байкал, которое является самым глубоким озером мира с глубиной 1142 метра. Ледниковые, которые образуются тающим ледником. Крупнейшие ледниковые озера в России — это Чудское, Куйто, Сега-озеро, Топа-озеро, Ильмень, Ладыжское и Онежское. Есть понятие моренных озер. Это один из видов ледниковых озер. Отступая, ледник оставляет за собой огромные массы обломочного материала, так называемые морены, которые состоят из глины, песка, щебня, обломков горных пород. Так, например, Кардывач, одно из красивейших и второе по величине озера в Краснодарском крае, расположено у подножья южного склона главного Кавказского хребта на высоте 1838 метров над уровнем моря. Селигер, Чудско-Псковская — это также моренные озера. Речные озера, они же старицы, появляются, когда происходит пересыхание некоторых участков проточных рек. В этом случае имеет место образование цепочных водоемов, возникших из одной реки. Вторым вариантом речных образований являются пойменные озера, которые появляются из-за водных преград, прерывающих водное русло. Например, в пойме реки Дон очень много таких озер. Например, Чернецкое, Черное, Бакалда, Северник и Рубежное. Приморские озера именуются лиманами. Они появляются при затоплении равнинных рек водами морей или в результате опускания морских берегов. В последнем случае между новообразовавшимся заливом и морем появляется полоса суши или мелководье. У лиманов, появившихся от слияния реки и моря, вода имеет несколько солоноватый привкус. Карстовые озера представляют собой земные котлованы, которые заполнены водами подземных рек
рек, а котлованы – это провалы литосферы, состоящие из пород известняка. Вследствие провала известняковые породы выстилают дно водоема, что и влияет на прозрачность заполняемых его вод. Они кристально чистые. У карстовых озер есть одна отличительная особенность – они периодичны в своем появлении, то есть могут исчезать и образовываться вновь. Такое явление зависит от уровня подземных рек. Горные озера располагаются в горных котловинах. Образуются они несколькими способами вследствие горных обвалов, которые преграждают речной поток и тем самым образуют озера. Второй способ образования – это медленный сход огромных глыб льда, которые за собой оставляют глубокие провалы суши – котловины, которые заполняются водами оттаившего льда. Озера вулканического типа появляются в кратерах спящих вулканов. Такие кратеры имеют существенную глубину и высокие края, что препятствует стокам и притокам речных вод. Это делает вулканическое озеро практически изолированным. Наполняются кратеры дождевой водой. Специфическое расположение таких объектов часто отражается на составе их вод. Повышенное содержание углекислого газа делают их мертвыми и непригодными для жизни. Да и человек приложил руку к созданию озер. Назовем их искусственные озера. Это водохранилища и пруды. Создают их намеренно для промышленных целей и населенных пунктов. Также искусственные озера могут стать следствием земляных работ, когда оставшиеся земляные котлованы заполняются дождевой водой или родниками. По положению озера делятся на наземные, воды, которые принимают активное участие в круговороте воды в природе, и подземные. К числу подземных озер может быть отнесено и подледное озеро в Антарктиде, воды которой, если принимают в нем участие, то лишь косвенно. Иногда эти озера заполнены ювенильной водой. Какой, спросите вы? Отвечу, что ювенильные воды – это глубинные воды, своим происхождением связаны с процессом охлаждения магматических очагов. Они образуются из кислорода и водорода, выделяющихся из магмы, и впервые вступают в круговорот воды в природе. Еще ее называют самородной водой. По водному балансу озера делятся на сточные, имеющие сток, и бесточные, не имеющие поверхностного стока или подземного отвода воды в соседние водосборы, и расход воды происходит за счет испарения. По типу минерализации – пресные, ультрапресные, минеральные, солоноватые и соленые. По химическому составу воды минеральные озера делятся на карбонатные содовые, сульфатные горько-соленые и хлоридные, то есть соленые. И чтобы прямо-таки быть в теме, то по своему нахождению на небесных телах озера делятся на земные и внеземные. Ведь озера бывают не только на планете Земля, но и на других планетах в том числе. Как говорилось ранее, в мире насчитывается около 5 миллионов озер. И понятно, что каждая по-своему уникальна, учитывая всю информацию, которую мы узнали. И начнем мы не с самых больших, так обычно делают все, кому не лень, называя это топ того или топ всего. Потопать мы еще успеем, даже сегодня. А с самого маленького, еще и горячего. Одним из самых маленьких озер в мире находится в США, в штате Флорида. Оно называется Сарасота. Происхождение имени берет свое название из испанского «сара», что означает морскую территорию, а сота – песчаники. Водоем является знаменитым лечебным курортом. В мире он занимает 3-е место по минерализации. У озера постоянная температура воды 30 градусов. А самое маленькое озеро в России, Янис-Ярви, находится в Республике Карелия. Оно относится к водам бассейна Ладожского озера. В водоем впадает около 20 рек. Ученые считают, что озеро образовалось из-за метеорита, который упал на Землю около 750 миллионов лет назад. Маленьким время уделили, и потому переходим к самым большим, тем самым открывая топ 10 громадин планеты Земля. Самое большое озеро в мире – Каспийское. Да, по своим размерам оно с полным правом может называться морем, а оно поистине большое. Площадь Каспия составляет 371 тысячу квадратных километров. Находится Каспийское море на стыке Азии и Европы, и никто никогда бы не сказал, что это озеро, если бы не терминология. Но несмотря на соленую воду и большую площадь, Каспий – это бесточное
Северное озеро. На втором месте находится озеро Верхнее, самое большое озеро в мире из пресноводных озер и самое глубокое, крупное и холодное из великих озер. Находится озеро на территории Канады и США. Его площадь составляет 82 100 квадратных километров. На третьем месте находится озеро Виктория. Находится оно в Восточной Африке на территории сразу 3 государств – Танзании, Уганды и Кении. И это самое большое озеро в Африке. 4 место занимает озеро Гурон, расположившееся на территории Канады и США. Как и большое озеро, оно принадлежит к Великим озерам. Площадь озера Гурон составляет 59 600 квадратных километров. На 5 месте сосед озера Гурон – озеро Мичиган. Озеро Мичиган третье по величине среди Великих озер и единственное среди них, которое полностью лежит на территории США. На 6 месте одно из самых древних озер в мире – озеро Танганьика. Оно находится в Центральной Африке и занимает площадь в 32 900 квадратных километров. Озеро примечательно большим количеством эндемичных видов рыб. Их около 200. Кроме того, вода в озере имеет разную температуру в разных слоях, которые не перемешиваются между собой, а самый нижний слой воды насыщен сероводородом, поэтому всякая жизнь там отсутствует. 7 занимает озеро Байкал. Так что Байкал не только самое глубокое, но и одно из самых больших озер в мире и самое чистое озеро в мире. Байкал – это уникальное озеро в уникальной местности. Только здесь можно встретить такое разнообразие флоры и фауны, такое количество редких видов животных, птиц и растений, которые мы рассмотрим потщательнее и с пристрастием. Да и само озеро, конечно же, стоит отдельного внимания. 8 строчку нашего рейтинга занимает Большое Медвежье озеро, которое находится в Канаде и занимает площадь в 31 128 квадратных километров. Озеро живописно само по себе, как и его берега, а еще здесь можно наблюдать северное сияние, отражающееся в водной глади. Эту красоту нельзя передать словами. На 9 месте стоит озеро Ньяса, которое находится на территории нескольких государств – Африки, Мозамбика, Малави и Танзании. Озеро занимает площадь в 30 800 квадратных километров. Оно богато живностью, а некоторые ученые называют ее родиной аквариумных рыбок. Ну и завершает наш топ Большое Невольничье озеро. И пусть оно на 10 месте по площади среди озер мира, зато оно самое глубокое озеро в Северной Америке. Его глубина 614 метров, а площадь равна 28 930 квадратных километров. Но я не могу не рассказать про Аральское море. Когда-то это озеро входило в десятку самых больших озер мира. Но что же произошло? А случилась антропогенно-природная экологическая катастрофа, связанная с потерей во второй половине 20 века 90% водного объема Аральского моря и образование на его месте пустыни Аралкум. Резкое сокращение началось в связи с развитием сельского хозяйства в Приоралии, в первую очередь интенсивным выращиванием хлопка на орошаемых полях. Для полива плантаций к 1960 годам был разобран весь сток питающих Аральское море рек Амударьи и Сырдарьи. Устроенные многочисленные водохранилища и каналы нарушили баланс между поступлением воды и испарением, что и привело к ужасным последствиям. Озера относятся к числу важнейших элементов природных ландшафтов. Их роль в жизни человека определяется в первую очередь большими запасами пресной воды. В современных условиях роль озер существенно возрастает. В условиях постоянного воздействия человека они остаются хранителями чистой пресной воды. А так как мы без воды никуда, то наша задача хранить этот запас как зеницу ока, а не создавать дополнительные трудности в виде загрязнений или неправильного подхода, чтобы не навредить
первую очередь себе и, смотря в будущее, оставить озера в первозданном виде для следующих поколений. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.